Дорогие друзья, мы сегодня в самом центре Кембриджа. Гарвардская площадь. Сейчас мы пойдем вокруг Харвард-сквер, Гарвардской площади, пойдем на Браттлс-стрит, а на обратном пути зайдем в Харвард-ярд. Пойдем. Там был очень хороший ресторанчик. Что-то закрыто, может, понедельник. Очень старый кинотеатр. Даже не знаю, открыт или нет. Непонятно. Сейчас перейдем и пройдемся по Гарвардскому университету. Все остальное не то, что было. Все закрыто, все не то. О, Гарвард на той стороне. Доктор Самнер, один из основателей Гарвардского университета. Вот он на подходе в Гарвард. А вот вход. Welcome, students. Пойдем через основные ворота. Вот основные ворота. Знаменитый Гарвардский двор. Видите, люди тоже снимают. Пойдем, подойдем к скульптуре. Вот вам сам Гарвард здесь восседает на троне. Вот он. Это что? Экскурсия? They also get walk-ons to their houses, they get merch from their houses, there's a lot of different events. Of course, every Harvard... Ориентация студентов. Библиотека Гарварда. Это общежитие, господа. Они живут там, в этих домиках. Я была внутри много лет назад, у меня учился приятель здесь. Как раз в этом доме он и жил.
вдоль Гарвардского университета. Сколько раз я здесь ходила. Я здесь жила 7-8 лет в этом районе. Мы идем в том направлении центральной площади Кембриджа, Central Square. Вот другая сторона. Видите? Чинят. Еще одни ворота. Видите, как красиво окошечко сделано с решеточками. Огромные ворота. Второстепенные. Сегодня очень-очень душный день. Влажно неимоверно, жарко, но солнца нет. Уже хорошо, пока нет. Пока дойдем до центральной площади, они обещают, что солнце появится. Один букстор, магазин книг, 1932 год. Видите, на той стороне. 1932 год. Вот если... Вот, пойдем по знакомым местам. 7 лет я здесь жила, ходила часто. Да, Гарвардская площадь меня разочаровала. Это совсем не то. Знаменитая Пит. Harvard Пит, в котором моя дочь и ее друзья проводили столько времени, таки закрыт. Вот вам кафе какое-то здесь небольшое. Berry Lines. Все закрыто. Мы приближаемся к центральной площади. Возможно, здесь продают мороженое. Так, мы отдаляемся от Гарвардского университета. Вот мы его оставим слева от нас.
назад здесь можно было купить квартиру или снять, я не помню, я заходила вовнутрь, в этот дом. Между прочим, вот это вот dry cleaning, вот это вот было здесь всегда. Смотрите. Вот хочу вам показать. Помните трехфамильные в Сомервилле? В Кембридже они шестифамильные. 3 с одной стороны и 3 с другой стороны. Видите, какая красота. Вот внизу этого здания был 7-Eleven, я его не вижу. И совсем были другие рестораны. Теперь здесь салон. Потом хэмбургеры, китайская еда. Ну, в общем, конечно, 100 лет прошло. В 97 году я выехала из этого района, купила дом в Сомервилле, Поттерсквей, это следующая остановка отсюда. Кстати, 1,4 миллиона средняя цена. В Кембридже, вот, пожалуйста, 2 миллиона. 2 миллиона. Вот. Мебель модерн для 4-миллионных домов, миллионных квартир. Вот вам, естественно. С той стороны всегда был тоже мебельный магазин, а теперь какой-то спа-салон. Всегда меня удивляло наличие этого крошечного домика. Вот видите, посередине всего этого вот он остался. Нетронутый. Интересно, кто там живет. University. Так называется дом, но там вообще обыкновенные квартиры, наверное, стоят 3000 с чем-то каждая. Скоро мы приблизимся к дому, где я жила. До 1997 года, пока не купила дом в Сомервилле. Домино пицца не обошла Кембридж. А вот вам ужасная пицца. Да, все магазины, которые были здесь, их и больше нет, естественно. 25 лет прошло, четверть века, что вы хотите. Данкин Донат, Бьюти Спа. Все было по-другому. Отреставрировали этот дом. Друзья, мы знаменитые, это нам знаменитый Массачусетс-авеню. Сколько я здесь ходила в свое время. Ну, естественно, людям жить негде, так они везде и живут. Даже в Кембридже. Но в Кембридже всегда были бездомные. И в 80-е годы здесь были бездомные. Сейчас. Dry Cleaners на этой стороне. Что интересного. Вот здесь внизу был магазин. Продавали разную утварь хозяйственную. На этом 1000 Массачусетс-авеню. Вот. Где мы. Помните Массачусетс-авеню в Аллингтоне? Вот она и продолжается через весь Кембридж до самого Бостона, как я вам и говорила.
на Массачусетс-авеню 7-й автобус, который идет от Аллингтона до Харвард-сквер. Вот видите, остановка меняется на автобус номер 1. Я помню, когда этот дом строили в прошлом веке, в 90-е годы. Когда я выехала в 97-м, он уже был отстроен, я помню. Цены какие-то безумные, так сейчас вообще, наверное, еще лучше. Вот. Суп, дамплингс, удон. Китайская. День темный в Бостоне. Жарко и душно. Мы идем по Массачусетс-авеню из Гарвард-сквер, с Гарвардской площади до площади Центральная. А вы знаете, почему мы идем сегодня туда? Потому что там в 12 часов начался рынок. Рынок есть в Кембридже по понедельникам. Вот мы сейчас туда дойдем, сделаем вторую серию, посмотрим, что продают на этом рынке. Ну вот, по знакомым местам. Я уже несколько минут, и я здесь жила. 928. Тоже удивительно, как этот домик здесь втесался. Всегда он был, никто его не тронул. 930. Кто им владеет сейчас? Я смотрела эти квартиры когда-то много лет назад. Окей. Вот там на той стороне был знаменитый Plow and Stars. Я хочу подойти поближе, я там провела много времени. Вот видите, Массачусетс-авеню. В этом доме у меня жили приятели когда-то. Сейчас перейдем. Ну вот, Plow and Stars. Plow and Stars. Так и есть. Hello. Is it still Plow and Stars? Really? I lived here last century. 27 years ago, I used to come here. You know, we had a company of people, we knew each other. And the People's Republic was a different, Gremlin, I think, was the original name. Well, 28 years later, it's not the same. But I'm glad it's still Plow and Stars. It's historic, man. Right. Okay, it's still Plow and Stars. Это таки действительно историческое заведение. Здесь был всегда ликерный магазинчик. Здесь Gremlins, People Republic, что сейчас? Да ничего. Непонятно что. Дальше. Да, Gremlins нету. Но сейчас я вам покажу дом. Вот. 891 Массачусетс-авеню. Я там прожила до 97 года. С 93 до 97. 4-5 лет. Вот на 2-м этаже. Видите, окна. Вот там я жила. Квартира, между прочим, очень была красивая. Я ее сняла за 600 с чем-то долларов. А она потом стала 1600. Пришлось выехать. Я купила как раз дом. Вот в Сомервилле, Поттер-сквер.
много знакомых жили в этом доме. Да, 27 лет спустя посмотрели на домик, где я жила. Ну, вот здесь сейчас все закрыто, какой-то ресторан. Вот здесь был Gremlins, а потом People Republic. В этом доме можно было квартиру купить за 240 тысяч в прошлом веке. А сейчас, наверное, 1700. Не будем догадываться. Приближаемся к центральной площади. День темный в Бостоне. Жарко и душно. Мы идем по Массачусетс-авеню из самого Гарвардского двора. Идем по Массачусетс-авеню. Столько здесь жило у меня людей, знакомых. Is it still an apartment building or is it condos? Condos. Now it's condos. It used to be a big apartment building. So many friends were here like 25 years ago. Last century people. And now it's a condo. Condos. Of course. Да, столько людей там жило. Теперь жить негде. Вот. Видите? Виктория на той стороне покрыт асбестос. Нет, асбестоса не сняли. Ну, в общем. Да. Вот это YMCA. С этой стороны был. А сейчас мы приближаемся к муниципалитету центральному. Таунхолл. Таунхолл. Мэрия, как по-русски. Мэрия. Таунхолл. Муниципальный билдинг города. Центральный. Ну вот. Мэр Деннис Симмонс написано. Senior Center. Used to be YMCA. It's not YMCA anymore. Maybe. No, there is YMCA. And the Senior Center. Ну что, посмотрим на Таунхолл. Вот он. Кембриджский Таунхолл. Видите, как скамейки правильно покрашены. Мэр Деннис Симмонс.